Привет всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу продолжение своей биографии. Она, кстати, подходит к концу. Расскажу про 4-й срок. В общем, как я попал, что испытывал, какие чувства. В общем, как я все это прошел. И, в принципе, после вот этого уже срока биография пойдет уже вольная, скажем так. Потому как, слава богу, больше я не попадал. И, надеюсь, это был вот последний, крайний мой срок. Но если кто-то вдруг впервые на канале чисто случайно зашел, посмотрите плейлист биографии, я рассказываю о себе. Я провел достаточно много лет в местах лишения свободы, с ранних лет начал сидеть, с малолетки. Здесь я просто рассказываю свой опыт, и не более. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Последний выпуск биографии был про психушку. Вот. Про Кошкин дом. Блин, кстати, не лучшая затея была пойти в лес поснимать, но хочется как-то для аудитории поменять картинку. И все-таки лето, немножко, так сказать, природы вам в экраны. Поэтому, думаю, лайк заслужил за то, что у меня комары сидят, сейчас это жрут. Лайк, подписка, все дела. Кстати, в описании очень много интересного найдете. Ссылки на мои второй, третий канал, ВК, Инстаграм, ТикТок даже есть, ребятки, ТикТок. Вот. И, короче, давайте начинать. Психушка. Я был в тюремной 2 раза, 1 раз вольный в Кащенко. Вот. Лежал я там с таким психическим расстройством, как панические атаки, которые называются так в медицине. В общем, все это есть на моем канале, также и на втором канале, тоже вот прям вот по полочкам, что такое панические атаки. И получается, что когда я освободился после 3-го срока, отсидел я 1,5 года на Пскове. Как-нибудь я расскажу, какие преступления вообще я в своей жизни совершал. Вы обязательно пишите в комментариях. Вот, просто я не рассказываю особо, за что я сидел. То есть, там называю статью, допустим, разбой, там, да, 1-й раз там сидел, там, разбой, грабеж, 2-й срок, там, квартирная кража. Вот, а если вас интересует в подробностях, вот именно вот само дело, как происходило, в общем, там уже скрывать нечего, там, то есть я за это отсидел, я могу сделать видео, типа, за что я сидел, там, какие статьи, за что сидят рецидивисты. Обязательно дайте знать в комментариях под этим видео. В общем, я освободился, отсидел 1,5 года, и так как я страдал вот этими паническими атаками, на тот момент продолжал страдать, я опять употреблял эти таблетки, которые помогают мне вроде как, сожрут, вроде как помогают мне более-менее поддерживать, такое терпимо нормальное состояние своей башки. Но они уже перестали мне помогать, и уже я в таком состоянии находился, просто отчаяние, мне не помогало ничего. Врачи мне прописывали все более и более сильные лекарства, но и они со временем, переставали помогать. Вот. И я стал еще и запивать это все синькой, вот. Так обильно. Это помогало, но давало еще такой обратный кэшбэк. То есть вперемешку с этими колесами синька вообще, то есть такой дает отрыв в башке. У меня ее и так никогда не было. Вот она вот после 30 лет у меня худо-бедно начала появляться, какие-то мозги в голове. Вот. Ну и, по освобождению, я освободился раньше. Мне давали 1 год и 9, я просидел 1 год и 5, я освободился на 4, по-моему, или 5 месяцев раньше, что-то такое. Освободился я не по УДО, а на замену наказания более мягким видом наказания. Вот, то есть по УДО меня не отпустили, уж не знаю почему, но там в этой зоне практиковалось, что больше отпускали на замену. То есть тебя не совсем отпускают, все, ты исправился, готов, а тебе меняют на более мягкий вид. Тогда не было, правда, этих. Сейчас есть исправительные какие-то центры, то есть там типа как поселок, только вообще все разрешено, там люди ходят на волю на работу, но живут в каком-то, здании, типа, которое принадлежит УФСИНу. Вот, то есть продолжают отбывать срок, но при этом у них разрешены мобилы, там, ноутбуки, такая хуйня вся. И тогда такого не было, тогда заменяли в основном на
исправ работы. Вот. И мне заменили на исправ работы, это такая канитель, это я про третий срок все рассказываю, мне заменили на исправ работы, блядь, там она еще так работала, просто капец, эта тема, еще толком никто не знал, но ее надо было внедрять, так сказать. Вот. И сотрудники ФСИНа и судьи, короче, старались внедрить, но работало это, знаете как, мне, короче, оставалось 5 месяцев до освобождения. И мне поменяли на вот эти справ работы, где удерживается, то есть ты должен на воле работать и 10% отдавать государству. Но меняют 1 к 3, то есть мне 5 месяцев оставалось, а мне поменяли на 15 месяцев вот этих исправ работ. И как бы, блин, там такая канитель сложная, там все это на свободе контролируют сотрудники этого ФСИНа, то есть, блин, ну ладно, гемор, но я разобрался с этим. Вот, и продолжал, короче, я выпивать, хавать эти, короче, таблетки, блядь, творил, короче, всякую дичь. Все тут вам, конечно, рассказывать не могу и не буду. Вот, но поверьте мне, меня перестали узнавать даже мои родственники. Вот, и как бы есть видео в Петровке 38, как меня принимали, в каком виде я находился. И, блядь, комары вообще просто вообще охеревшие здесь. Вот, в каком состоянии я, так сказать, находился на тот момент. В эти года, это был 2013, по-моему, год. Да, 2013, блин. Свет, конечно, надо немножко вот такое, мне кажется. А то прям что-то это, солнце светит. Вот, и получается, меня закрывают опять вот за эту дюлюгу. В Петровке 38 там вам сложно будет найти это видео, но оно есть у меня на странице ВКонтакте. Вот, можете там посмотреть. Ну и все, короче, меня закрывают. Честно вам хочу сказать, я знал уже и ждал, и прям вот уже думал, знаете как, ну когда же уже меня посадят? Когда есть такой момент, знаете, вот серьезно, некоторые люди, которые, ну вот знают, что такое тюрьма, и вот у них такой образ жизни на свободе, они иногда ждут, когда бы вот посадили. Потому что уже все, ты прям вот во все тяжкие, и ты живешь там как-то непонятно, и ты думаешь, блин, уже быстрее бы пришли там менты, забрали, посадили тебя, как в песне Кучина, да, «Хозяин, пусти меня назад туда, где сыто и спокойно». То есть там действительно ты как бы, ну, за тобой следят, ты там не набухаешься, не особо начудишь, там все там 3 раза кормят, там ни разу не бьют. Ну, смотря где, опять же, есть зоны, где и бьют, нормально. Вот, но все равно, тем не менее, как бы тебе уже становится по барабану, ты думаешь, блин, закроют, да и хрен с ним. Потому что, ну, это жизнь уже, как бы, там себя хоть в голову приведу в порядок. Но когда я встрял по вот этой статье, по своей, и мне там сколько-то грозило, короче, вообще просто жопа, я понял, что я влип, и как бы мне дали 4 года, потом, забегая вперед, скажу, это, блин, был самый мой большой срок, потому что первый срок я сделал 3 года, потом опять 3 года, и 1,5 года. То есть последний срок мой 3,9 был, это вот, ну, почти 4 года, он для меня был самый большой, но, наверное, так надо было, чтобы я наконец-то все-таки задумался и оценил побольше времени, чтобы я подумал над собой, там, провел работу. И, в общем, когда меня закрыли, такие чувства, знаете, как бы, ну, я побыл на свободе вот тоже месяца 3 буквально, то есть меня на 4 месяца раньше освободили, а 3 месяца я побыл на свободе, вот. И, то есть, все, у меня отвратные отношения со всеми были, там, и с женой, я тогда был еще женат, с матерью, короче, ну, со всеми, все, я там, друзья, товарищи, все уже, все от меня отвернулись, только последние вот здесь вот такие конченые, там, уголовники и ну, такого же плана, как и я, люди продолжали со мной общаться. Вот, и меня когда закрыли, ну, первое у меня было ощущение такое, что, как бы, во-первых, мне было плохо, потому что я еще, ну, я там отрезвел, но панические атаки, они никуда не делись, я не излечился на тот момент. Мне привезли лекарства, положенные мне, психиатр мне, короче, их пропустил, психиатр была такая девка толстая, молодая. Блин, вдруг еще посмотрит, что-нибудь обидится, не знаю, говорит. Да не, она, кстати, была нормальная, но единственный ее минус, она не хотела меня отправлять на Кошкин дом, про который я рассказал. Вот не хотела, и все. Она говорит, нет, мы тебя вылечим здесь. И по итогу мне пришлось ждать месяц, пока она уйдет в отпуск, чтобы написать на имя начальника колонии. Я там писал, что я сажусь на голодовку, короче. И если вы меня не вывезете, короче. Ну, все, я как бы
все-таки меня вывезли, и вот что там было, со мной я рассказываю, там, как бы, вот, видео про кошкин дом. Когда я только заехал, как бы, ну, начал отходить от пьянок, там, от всего вот этого, ну, как бы, все нормально, как бы, зашел, здорово, чайку там налили, пачку сигарет дали, я упал спать, короче. Вот. Менты, кстати, когда меня принимали по вот этой идеологии, они мне дали очень хорошие пизды, вот, потому как вот на этой машине угнанной я скрывался, там, они меня ловили, что-то, не знаю, мне казалось, что час, наверное, где-то так, но я не знаю, может быть и меньше, на 3 или 4 экипажах. В итоге, короче, ну, естественно, поймали. Тут там все лазит, какие-то волкодавы. Вот. В итоге, естественно, поймали, отхуярили меня нормально, только в путь. Так, что даже пуховик, короче, там все разодрано на мне было. Вот. Но это не суть важно, как бы, не просто так, знаете, это за дело. Вот. И, короче, все, зашел в хату туда-сюда. Ну, через пару дней начал приходить в себя, но панические атаки, как бы, они никуда не деваются. Вот. Ну, а так все по-прежнему, как бы, сижу, знаете, люди одни и те же, там, были какие-то 2 блатаря там, вот. Если кто не знает, хата красная была, я же уже предпоследним сроком сидел красным, вот, несмотря на то, что уже на должностях нигде не был, работал просто где-то там на промзоне, на такой мужицкой какой-то работе, уже никуда на должность не вставал. Блять, отстаньте, скоты, фу. Это все происки хейтеров, это вот хейтеры летают, которые ставят мне дизлайки. Вот, и то есть там были, типа, ну, даже в красной хате есть, типа, смотрящий там и так далее. Короче, там вот были 2 смотряги, там, ну, вернее, 1 смотряг, 2 его близкий. Они что-то там, не помню, решили что-то газовать. Что-то им не нравилось, что кто-то убирается в хате, кто-то не убирается. И как-то утром что-то какой-то был сбор. И я сижу, короче, такой это. Они там: Серег, ты что скажешь? Типа, что ты, говорит, это? Я говорю: что от меня, типа, хотите? Они говорят: ну вот, говорит, типа, тебя это тоже касается. Как ты считаешь, типа? А там такая фигня, знаете, вот блатные любят там, типа, когда разруливают что-то, да, типа, ты будешь убираться, ты не будешь убираться, да? А я ему задаю вопрос, ну, я говорю: а ты-то будешь здесь убираться, ну, вот этому смотрящему? И у них любимая и, сука, дежурная фраза вот такая у всех. Типа, я здесь и так столько делаю, если я здесь начну еще и убираться, мне не западло, я, типа, мне не стрёмно, но вы здесь будете по воздуху летать, вы, короче, на пол не упадете, бабушка идет какая-то, я надеюсь, блядь, ничего ей от меня не надо, сейчас что-нибудь спросит еще, не дай бог, это не бабушка, это девка, блядь, прикинь, не узнал. Вот, короче, вы здесь будете, типа, по воздуху летать, ну, типа, понимаете? Суть какая? Что это значит? Что это значит? Он говорит, типа, если я здесь буду еще и убираться, да, типа, я здесь буду убираться, то вы здесь даже на пол не ступите. Вот, то есть, потому что вот, ну, понимаете, да, к чему ведет? Причем это никак не аргументирует. Если ему задашь вопрос: слышь, бля, ты чем здесь вообще лучше, чем мы-то, товарищ? Почему мы здесь должны по воздуху летать, да, если ты будешь убираться? А мы здесь будем убираться, ты не будешь здесь по воздуху летать, да? Ну, короче, когда я ему вот это сказал, он проговорил эту фразу, опять же, вот. И, короче, после этого ко мне вопросы отпали, потому что там пацан какой-то, говорит, ему там, говорит: да ладно, говорит, он, типа, ебанутый. А я реально, как бы, ну, то есть я на таблетках, понимаете, сижу, у меня эти панические атаки, и я вот такой, блядь. То есть я постоянно вот такой на взгод. То есть он меня когда спрашивал, типа, там, будешь убираться или нет, я ему говорю: а ты будешь здесь убираться или нет? То есть, ну, у меня бешеные глаза такие, то есть я постоянно хожу к психиатру, там мне дают что-то принимать, чтобы я там не был буйным и так далее. И они говорят, типа, это отстань от него. Вот, потом нашли, короче, какого-то бедолагу. Фу. Он стал один убираться, чтобы там... Ну, обычно так и бывает, на самом деле. Этот разговор поднимается для того, чтобы по итогу нашелся, короче, какой-нибудь такой один штрибан, бля, который будет убираться. Это был Ефим, он такой, он на воле жил бомжом, я как-то рассказывал, как я с ним дружил, бля. Ну, мне его потому что было жалко, вот. Они там его так шпыняли, потому что, знаете, ну, тюрьма такое место, где постоянно любят найти того, кто послабже, и прям все, вот, дал он слабину, все, его там вот чуть-чуть еще и прям вот в жопу его еще чпокнут, ну, до талого, ну, до кучи уже все. И вот этот
Ефимова там что-то начали, он убирался, все, ему говорят, типа, ты че так плохо убираешь там этим, блин. А знаете, как бы впрягаться за шныря тоже, ну, там такая канитель, он же мне не друг, не брат, там никто, ну, зачем мне за него что-то качать, да, как бы, ну, тянуть мазу. Я максимум, что могу, это, короче, его там как-то поддержать, да, потому что они ему там, он убирался, да, такой, в принципе, забоюсь, вот, типа, они его закошмарили, вот, давали там ему иногда сигарет, хотя должны давать постоянно, но там так происходит, знаете как, они заманят, говорят, будешь убираться постоянно, мы тебе будем постоянно все давать, а потом поначалу дают, потом перестают давать, короче, или дают там всякое дерьмо, там, типа, там, примы пачку и говорят, все, иди отсюда, блядь. Ну, все, вот так вот, короче. Ну, такой вот мир, ребят, как вы хотели. Вы думаете, там что, все, типа, это? Вы же там мне пишете, или там на стримах, или где, типа, ну, там все такие благородные, там, они там матом не ругаются, они там все, там... за какие-то поступки что-то спрашивают. Да там конченые все, большинство там конченые люди сидят. Вы посмотрите, вот обзор любой, хотя бы какие-то новости Шеремета, посмотрите. И вот те люди, которые фигурируют вот в этих новостях, да, которые сидят там за убийство, за какие-то такие вот, ну, мелочь какую-то, еще что-то там, за какой-то телефон, за бабушкину там сумку, они вот там в зоне, блатуют, судьбы решают какие-то. Короче, не суть важно. Об этом не будем особо разглагольствовать, пускай это на их совесть остается. Ну и, короче, этого Ефима жалел. Он ко мне приходил постоянно, а я не курил, там, я бы курить бросил. А сигареты мне присылали, там, и хорошие. Вот. И, кстати, я не сидел никогда, там, ну, никогда. Я первым сроком сидел у мамы на шее, а потом, как меня грели там мои товарищи, там, тоже соратники по моим криминальным делам, скажем так. Вот. У меня там парламент, Кент, он ко мне придет, Серег, дай там сигарет, там, посидеть, что-нибудь поболтаем. Я говорю, ну, что ты там, дед? А он дед реально, ему уж там лет под 60, наверное, всю жизнь. Вот в тюрьме, хохол он еще. Вот. Украинец, кому как больше нравится. Короче, вот он ко мне приходил, там, я ему чаю дам, там, кофе, посидит, что-нибудь. Я помню даже, короче, когда бухали там, блатные поставили, короче, это брагу. Вот. И меня позвали, типа, блядь, Серый, на, он тебе, короче, 1,5 литра мне налили, типа, побухай, отдохни, ты вот устал, там, типа, туда-сюда, вот. И то я вам хочу сказать, что там было что-то литров 10, и перепал далеко не всем. Мне перепало 1,5, я, короче, этого Ефима зову. Я говорю, что ты давай со мной. Давай, конечно, там ничего себе. Но я ему что-то 0,5, наверное, налил. Короче, мы напополам, скорее всего, ее вшатали. Брага была хорошая. Причем, ну, как бы я не пил еще давно. Я весь зачесался. Я надеюсь, вам не мешает это в кадре слушать эту историю. Ну и, короче, у меня кончилось то, что мне дали. Я подхожу к этому. Я говорю, слышь, налейте еще нам по кружечку. А мы сидели у меня в кубрике. Кубрик — это такое место, ну, так, короче, кровать, она занавешена вся. Как бы, чтобы ничего не видно было, вот так вот у меня кубрик такой был. А говорит, а кому нам-то? Я говорю, да я вон там с Ефимом поделился, что пускай он, что, ну и такое, говорю, что, жалко, что ли? Какая разница, говорю, вы же мне дали. Ну, налейте мне еще 2 кружки, типа, если, ну, не впадлу, не жалко. Ну, ладно, на, короче. Вот. В остальном вроде так все спокойно было, никаких конфликтов, ничего у меня не было. Потом я поехал вот на Кошкин дом, приехал с Кошкиного дома, все, меня подлечили. Я там нормально побыл. Вот. Еще раз повторюсь, как я там сидел, посмотрите вот в видео про Кошкин дом. Так оно и называется. Кошкин дом, ну, типа на зоне, что-то такое. Приезжаю, половина уже хаты сменилась. У нас там сидел один фуфлыжник, который сбежал с хаты. Проиграл большую, короче, ну, большую большую сумму денег, короче, сбежал. Вот, сидел, короче, Слава Цыган, у меня есть интервью с ним на канале, вот, в этой хате. И кто-то еще оставался. Ну, пару человек было, и вот там уже началось интересно. Там мы, короче, поймали крысу. Вот там один крысил, короче, мы его поймали. Потом один там проиграл 1 000 000 рублей в карты. Вот, пока мы там спали со Славой, с Цыганом, бля, были в отключке, так сказать, ну, спали. Вот, там уже истории там про Ширку, там еще про что-то есть, короче, про конфликты в хате. Но это я вам расскажу уже в следующем выпуске, ребят, потому что я уже и так наболтал на 20 минут. Не раскрыл, конечно, до конца. В принципе, суть итога подвести. Ну что, я опять попал в свою, так сказать, стезю, потому что я там был всегда как бы как дома. Сейчас для меня это... страшный сон, если, не дай бог, там что, я здесь сейчас живу, у меня все замечательно, я насиделся,
как я в шутку иногда говорю, ребята, слушайте меня, никогда туда не попадайте, не совершайте ничего плохого, потому что я уже из-за вас в том числе отсидел. Но реально, как бы это треть моей жизни, на данный момент я там провел, все, я все искупил, так сказать, всю вину полностью перед обществом, все то, что мне давали, я как бы отсидел. Сейчас я даже никаких, я даже толком ПДД не нарушаю, то есть у меня максимум 3-4 штрафа в год там каких-то там сраных, вот, никаких там, то есть я живу спокойно, чего и вам желаю, ребят. Но это вот мое прошлое, это моя жизнь, а вот по возвращению, да, из психушки там начались конфликты, и много было движухи в этой хате. А потом я поехал на зону в Архангельск, об этом тоже расскажу. Я думаю, еще серии, наверное, там 4-5 биографий. Вот, и все, и она закончится. Кстати, напишите обязательно в комментариях, как вам предыдущий формат, где я смотрел фильм «Опыт креста». Я уже сейчас буду продолжать его, в любом случае, потому что мне он нравится, этот формат. Делать реакции на другие фильмы, на «Опыт креста», часть 2 в том числе. Ну и все, в принципе, ребят. С вами был Миша Выплюшка. Берегите себя. И напоследок хочу выразить огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы не только помогаете там как-то вот подпиской материально, но и продвигаете меня по Ютубу, потому как он видит, что если у канала есть спонсоры, то он как бы интересен людям. Все, ребят, давайте, до новых встреч. Увидимся.